Бывало такое? Задаешь мощной нейросети, казалось бы, элементарный вопрос, а в ответ получаешь какую-то дичь. Так вот, оказывается, есть очень простой трюк, чтобы это исправить. Давайте проверим. Вот простой вопрос для GPT-4. Ответ ведь должен быть очевиден, правда? И вот тут начинается самое странное. Искусственный интеллект правильно говорит, что месяц рождения август. Он даже знает, что это 8-й месяц, но почему-то отвечает «нет». 8 — четное число, но ответ отрицательный. Логики — 0. Хорошо, попробуем спросить про Эда Ширана. И тут ИИ просто выдумывает на ходу новое правило. Оказывается, февраль теперь нечетный из-за своего количества дней. Это уже совсем другая логика, которая полностью противоречит предыдущему ответу. Ну и третья попытка с Бобом Марли. ИИ снова меняет правила игры. Теперь он заявляет, что понятие четности к месяцам вообще применять нельзя. Итог: 3 вопроса, 3 абсолютно разных взаимоисключающих ответа. Так что же это? Сбой в матрице? На самом деле нет, это не ошибка. Это ключ к пониманию того, как эти модели вообще мыслят. И именно это поведение исследовали в научной работе Rephrase and Respond ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Итак, в чем же дело? Чтобы это понять, нужно сперва разобраться, почему ИИ так сильно путается. Корень проблемы кроется в так называемых фреймах мышления. Проще говоря, у нас и у ИИ разные системы координат. Представьте, что вы говорите «яблоко», имея в виду фрукт, а нейросеть думает о компании Apple. Слово одно, а фреймы, контексты совершенно разные. Так вот, то, что для человека кажется абсолютно однозначным, для ИИ запускает целый каскад возможных толкований. Он не знает, о чем именно мы спрашиваем, о порядковом номере месяца, о количестве дней в нем или вообще о применимости математических понятий к датам. Отсюда и такие странные ответы. И что самое интересное, решение этой проблемы оказалось на удивление простым и элегантным. Нужно просто-напросто помочь нейросети понять, о чем ее спрашивают. Делается это с помощью одной мощной инструкции, которую нужно добавить в самый конец вашего запроса. Она так и называется «Перефразируй и ответь», или коротко RR. Механика здесь простейшая. Прежде чем дать ответ, ИИ сначала сам переформулирует вопрос своими словами. Он как бы уточняет для себя. «Вы хотите, чтобы я сделал вот это?» Это простое действие помогает ему зафиксироваться на правильной логике. И это не просто какая-то небольшая поправка. Улучшение производительности, которое дает этот метод, оно просто колоссальное. Просто взгляните на эти цифры. В задачах, где GPT-4 изначально сильно ошибался, Рагир резко повышает точность. В некоторых случаях он превращает почти полный провал в практически идеальный результат. Вот, например, в задаче с последней буквой точность взлетает с 21% до 87%. Особенно это заметно в задачах на символическое мышление, то есть на работу с буквами и знаками, где ИИ часто плавает. Там точность вырастает более чем на 65 процентных пунктов. Так в чем же главный вывод из всего этого? А в том, что эта техника — универсальный инструмент. Его не нужно как-то специально обучать, он работает на самых разных моделях и даже сочетается с другими методами промптинга. Самое главное, он устраняет корень проблемы — расхождение в трактовке вопроса. В общем, ключевая идея такова. Качество ответа нейросети напрямую зависит от того, насколько четко она сама поняла вопрос. И теперь у нас есть простой инструмент, чтобы эту ясность обеспечить.